Он услышал крик, резкий, рваный, не похожий ни на один звериный звук, что он знал. Он остановился, прислушался. И снова, где-то впереди, за кустами, среди болотных топей, вскрик, не воющий, не угрожающий, просящий, как будто кто-то тонет. Звук был такой, от которого внутри сжимается что-то древнее, как будто зов не просто о помощи, а последняя вспышка жизни, прежде чем провал. Игорь бросил рюкзак и рванул в сторону звука. Ветки хлестали по лицу, под ногами чавкала земля. Воздух был густой, как мокрое одеяло. Болото встречало сопротивлением, грязь липла, хватала, держала. Каждый шаг становился рывком. Мелкая растительность чиркала по рукам, к ботинкам липли куски травы и слизи. Он ощущал, как промок насквозь уже на втором шаге и все же не останавливался. Он споткнулся о корень, упал, встал и вышел в мрачную низину. И там он увидел его. Маленькое рыжее тельце барахталось в мутной жиже между гнилых веток и обломков. Тигренок совсем маленький, морда вся выли, глаза бешеные от ужаса. Каждое движение только глубже тянуло его в грязь. Передние лапы выскальзывали из крошечного островка, задние уже не двигались. Он тонул. Медленно, тихо, без шансов. Игорь застыл. Его сердце ударило несколько раз. Быстро, сильно, громко. Инстинкт говорил: «Уйди, это дикое животное, это может быть ловушка, где-то рядом может быть мать, тигрица». Он знал, что если она выйдет из зарослей, все закончится за секунду. Один прыжок, и он уже не в болоте, а под ее клыками. Но шагать назад было невозможно, как будто внутрь вошло что-то, что толкало только вперед. Он посмотрел по сторонам. Тишина. Ни шороха, ни дыхания. И тогда он шагнул в воду. Холодная жижа сразу обхватила ноги, потянула вниз. Болото хлюпало, втягивало. Каждый шаг был как борьба. Он падал, вставал, руками выгребал ил. Подполз. Близко. Тело сопротивлялось. Болото втягивало с каждым движением. Он чувствовал, как рубашка становится тяжелой, вода пробирается под ворот, тянет за плечи, будто сама природа не хочет отпускать ни его, ни зверя. «Тише, тише», — прошептал он, будто не себе, а ему. «Я не враг». Тигренок закрутился сильнее, в истерике. Его глаза метались, лапы выкидывались вслепую, но он уже не кричал, только захлебывался. Уже не просил, сдавался. Игорь схватил его под брюхо, провалился по грудь и с силой потянул наверх. Тело тигренка было ледяным, тяжелым и дрожащим. Он прижал его к груди сквозь мокрую рубаху, чувствуя, как маленькое сердце бьется часто, почти судорожно. «Все, я держу тебя». Тигренка. Шаг за шагом он выбирался обратно. Болото не отпускало. Вода холодила кожу до костей. Но он шел, молча, с зажатыми зубами, как будто держал собственную жизнь. Пару раз оступался, один раз ушел по пояс и чуть не выпустил тигренка, но сжал сильнее, как будто если отпустит, потонет оба сразу. Он выбрался, лег прямо в траву, выложил зверя рядом. Маленький тигренок дрожал, поджимал лапы, но был жив. Он лежал, глядя в небо. Руки дрожали, в пальцах свинец, сердце билось где-то в животе. Он чувствовал, как холод пробирается под кожу, но не от воды, от того, что только что было на грани. Игорь сел, обнял руками колени. Сердце билось в ушах. Он не знал, почему пошел туда, почему вообще полез, зачем рисковал. Он просто не мог не полезть. И именно в этот момент, когда он впервые вздохнул, он увидел ее. Он еще не успел отдышаться, когда заметил, как трава неподалеку колыхнулась. Мелькнула полоска, ни воды, ни ветра. Что-то живое, большое, затаенное. Игорь встал. Тигренок остался лежать в траве, почти не двигаясь, только иногда подергивался в бока от слабых вздохов. Мокрый, слипшийся, похожий на выброшенного из реки щенка. Он сделал шаг и снова движение. В
ту сторону, откуда, скорее всего, пришел малыш. Там среди кустов что-то сверкнуло. Металл! Сердце стукнуло чаще. Он замер, прислушался и пошел. Он осторожно подошел ближе, отодвигая листья. И сразу отпрянул. В нескольких шагах от него в тени стояла она. Тигрица. Огромная, истощенная, грязная, левая задняя лапа в чудовищном капкане. Стальные зубья впились глубоко в плоть. Под лапой черное пятно засохшей крови. Вокруг вонзившаяся в землю цепь, от которой она больше не могла уйти. Она стояла, навалившись на передние лапы, тяжело дыша. Тело слегка покачивалось. Шерсть местами выдрана, на боку рубец. Глаза безумные. Не от ярости, от боли, от того, что не могла дотянуться до своего малыша, когда тот звал. Она не бросала его, она не могла. Игорь застыл. Ни одного движения. Не дышал. Все тело будто само решило. Тишина. Только смотреть. Они смотрели друг на друга. Зверь и человек. В глазах тигрицы ни угроза, ни гнев, ни голод. Там была безысходность. И страх. Страх не за себя, за него. Он сделал шаг вперед. Медленно. Руки прижал к груди, ладонями вверх. «Не бойся», — прошептал он. «Я не причиню тебе зла». Тигрица зарычала. Глухо, сипло, без сил. Это был не рык, а почти стон. Металл капкана дернулся, проржавевшая цепь звякнула. И снова. Кровь. Медленная, густая. Она пошатнулась, но не упала. Он подошел ближе, почти в упор. Дышал неглубоко, чтобы не спугнуть. Запах крови бил в нос. Тяжелый, животный. Зверь дрожал. Шерсть на боку дергалась в такт дыханию. Каждый вдох ей давался с усилием. Капкан был старый, не охотничий, браконьерский. Грубая ржавая железяка с изогнутыми зубьями. Такими не обездвиживают, такими калечат, такими убивают медленно. Он наклонился, рассмотрел защелку. Тугой механизм. Ни кнопки, ни рычага. Все намертво. Нужно было открыть. Но при малейшем рывке тигрица могла дернуться и сорвать все. И его тоже. Сломать себе лапу. Или вырвать ему горло. Просто от боли, не от ярости. Он посмотрел на нее, на эти золотые, блестящие в полутьме глаза. Они уже не смотрели сквозь него. Они смотрели на него. И в этих глазах было ожидание, как будто она понимала, кто перед ней. И верила. Ненадолго. Но верила. Игорь прикусил губу. Выпрямился. Вокруг ни души, ни сигнала, ни оружия, ни помощи. Только он, тигрица и мерзкое железо под лапой. А потом он услышал сухой хруст ветки, тяжелый шаг и голос. Мужской, низкий, чужой, с акцентом злобы в каждом слове. Он даже не сразу понял, что говорит человек. Звук был, как из другой сцены, животное зло. Их было двое, браконьеры, их шаги становились все ближе. Медленные, уверенные, как будто знали, что здесь никто им не помешает. Он попятился. Один раз посмотрел на тигрицу. Она смотрела в ответ. Не дернулась, не зарычала, просто смотрела. Игорь спрятался в зарослях и замер. Лес вокруг замолчал. Даже птицы замолкли. Даже ветер стих. Все знало. В эту тишину сейчас войдет. Грязь. Та, что приходит не охотиться, а ломать. Они пришли по хрусту, как будто лес сам их позвал. Загрубевших, злых, неестественных. Двое. Первый приземистый, с мешком через плечо, от которого звенели железяки. Лицо, как обугленная кора. Ни бровей, ни мягкости. Второй — сутулый, с винтовкой в руках, весь в грязи, будто лес его уже отторг. Они шли тяжело, уверенно, как будто знали, им тут все можно. В их шагах не было опаски, только привычка. Игорь затаился, слился с кустами, сердце билось где-то в ушах, как барабан. Перед ним тигрица, капкан, кровь и зверь живой, пока еще живой. Он боялся не за себя, за нее, за то, что сейчас случится, за то, что не успеет. «Ну, здравствуй, красавица», — сказал первый, подходя к тигрице.
Та дернулась, зарычала, но слабо. Голос у него был низкий, вязкий, с каким-то самодовольным гоготом внутри, как будто он разговаривал с вещью. «А она еще дышит», — усмехнулся второй. «Глянь, как цепь в землю вжалась. Значит, не сразу села». Первый бросил мешок рядом, сел на корточки. Из мешка вывалились ржавые ловушки, кусачки, что-то похожее на веревку. Все грязное, все и будто уже использованное. «Что думаешь, жалко ее?» — обратился он к напарнику, не глядя. «За такую штуки 3 выручим. Даже с дырой в лапе, только шкуру не порти». Он говорил так, будто перед ним не живое существо, а куртка, которую можно разрезать вдоль шва. Второй плюнул в траву и посмотрел в сторону леса. «Пойду гляну капкан у ручья, вдруг еще кто попался. Иди, я пока тут пригляжу, не убежит». Он поднялся, взял ружье и исчез в кустах, туда, где тихо плескалась вода. Тонкие ветки треснули, один раз, потом другой. Игорь снова напрягся. Остался только один, но это не облегчение, это шанс. Один. Оставшийся остался с тигрицей. Она смотрела на него снизу вверх с ненавистью и болью. Он спокойно, как на старую мебель. «Давно пора, кошка, хватит тебе тут царить». Он нагнулся к мешку, зашарил в нем, что-то ища, вероятно, инструмент. Рядом с его ботинком ползали личинки. Все в этом моменте было мерзким, больным. Игорь чувствовал, как под кожей начинает подниматься злость. Он почувствовал, как что-то внутри него щелкнуло. Это был момент. Он не думал, не планировал. Все произошло само. Он выскользнул из кустов, как тень, подполз. Сердце било в виски. Руки были пустыми, кроме ножа. Старого, тупого, походного. Он встал на колено у капкана. Ощущал запах крови, металла и горячего звериного тела. Тигрица не зарычала, не дернулась, просто смотрела. Он сунул нож в щель между зубьями металла. Рычаг, усилие, рывок. Ничего. Кровь пошла снова. Металл не поддавался. Он надавил всем весом, сдавливая рукоять. Лезвие прогнулось. Щелк. Капкан разжался. Тигрица вздрогнула и резко дернула лапой. Выскользнула из ловушки. Упала, зашипела, поднялась, покачнулась, но стояла. Игорь пятился. Все еще с ножом в руке. Глаза тигрицы ловили его взгляд. Она дышала тяжело. В ее боках ходили волны. «Все, все», — прошептал он, — «уходи». И в этот момент за спиной послышался голос. «Ты че творишь?» Голос был как хлыст, низкий, сорванный. Игорь обернулся. Из кустов вылетел второй. Увидел освобожденную тигрицу. Увидел Игоря. Поднял ружье. «Стоять!» — заорал он. «Не двигайся!» Игорь замер. Ружье целилось в него. Браконьер второй тоже выскочил к поляне. «Ты нас гробишь, сука, ты знаешь, сколько это стоит!» Он сорвался на крик, перешел на мат, но уже было поздно. Тигрица сделала шаг вперед, зарычала рев. Был такой силы, что деревья качнулись в груди, все сжалось. Она стала между Игорем и браконьерами, кровь стекала по лапе. Шерсть стояла дыбом, зубы обнажены, вся живая боль и ярость. «Назад!» — завопил один. «Она сейчас рванет! Стреляй!» Но никто не выстрелил, потому что она уже пошла вперед. Они не поняли, как оказались в тени. Все произошло за секунды, как вспышка. Тигрица шагнула вперед, раненая, вся в крови, но живая, и не убегала, а шла на них. Браконьер с ружьем отступил на полшага. Ствол дернулся вверх, потом вниз. «Стреляй, дурак!» — крикнул второй, уже отступая. «Сейчас она...» Он не договорил. Тигрица взвыла. Рев прошелся по телу, как удар током. Негромко, глубоко. Это был не звук, это была граница. У первого задрожали руки. Она смотрит на меня. «Стреляй! Я не могу!» В голосе была не ярость, а страх. Он видел не зверя, он видел разум. Тот, что готов убивать. Тот, кто помнит, кто поставил капкан. Тигрица сделала второй шаг, медленный, тихий, и вдруг прыгнула, не на них, вбок, в траву. Но этого было достаточно. Браконьеры сорвались с места.
без команды, без слов, развернулись и побежали. Сначала неловко, цепляясь за ветки, потом вслепую, не разбирая дороги. Один выронил ружье, второй споткнулся и упал, поднялся. Побежал дальше. Их шаги били по земле. Громко, беспорядочно. Как бег двух людей, которые вдруг поняли, что смерть рядом. Тигрица осталась, стояла, тяжело дышала. Рана на лапе снова открылась. Капала в траву. Она не преследовала, просто смотрела, как исчезает зло. Потом обернулась, посмотрела на Игоря. В глазах не было угрозы, была усталость. И что-то еще. Он не двинулся, просто стоял, как и она. Она сделала шаг, потом еще, пошла прочь, в сторону зарослей, где остался малыш. Он выполз, осторожно, дрожа. Она его обнюхала, лизнула в макушку. Они исчезли вместе. Медленно, молча. Когда все стихло, Игорь почувствовал, в ногах больше нет сил. Он опустился на землю и только тогда понял, что пальцы все еще сжаты в кулак, а сердце не отпускает. Лес застыл, как будто все, что могло случиться, случилось, и теперь он просто смотрел. Игорь сидел на траве. Капкан рядом, раскрытый, бесполезный. Трава примята, в теле дрожь, но больше тишина. Он поднял взгляд. У кромки деревьев стоял мальчик, худой, грязный, босой. На нем старая куртка, закатанная по локоть. Волосы спутаны, лицо погрубевшее, в пятнах грязи и загара. Он стоял, не прячась, и не подходил. «Ты давно тут?» — спросил Игорь. Мальчик чуть кивнул. «С утра. Ты все видел?» «Видел». Он сделал шаг вперед, протянул руку. На ладони вырезанный из дерева тигренок. Неровный, скрюченный, но живой. Сестра вырезала. Голос был негромкий, глухой, как у тех, кто давно не говорил вслух. Игорь взял фигурку. «А она где?» Мальчик отвел взгляд. «Умерла». Он присел на корточки, взялся за колени. Молчал. «Ты один?» «Да». «Сколько?» «После отца». «Что с ним?» «Был егерь. Его застрелили. Ночью. Сестра осталась. Потом простыла. Снег шел. Я за лекарством пошел, да не успел. Пока вернулся, лежит. Холодная. Говорил без надрыва. Просто. Сухо. Как будто уже пережил все. И оставил внутри. С тех пор один», — уточнил Игорь. Кивок. «Как живешь?» «Лес дает. Домик есть. Рыба, мыши, корни. Иногда в поселок ночью хлеб взять. Только тихо. Собаки меня знают. Людей нет». Он посмотрел в траву. «Меня все пугают. С детства. Кроме зверей». Тут Игорь не выдержал. «Почему не ушел? К людям? А куда?» Пожал плечами. «Я тут. Я с сестрой и отцом жил. Я их тут зарывал. Здесь... все». Он замолчал. «Потом поднял ты другой. Я видел». Они оба сидели молча. Игорь положил фигурку рядом. Смотрел на него, на этого дикого, молчаливого, по-своему взрослого пацана, у которого в глазах было больше прожитого, чем у многих в паспорте. «Если хочешь, пойдем со мной», — сказал он. «Не командой, не предложением, просто», — сказал. Мальчик не ответил, но остался рядом. Не ушел. И это уже было ответом. Они ушли не сразу. Сидели молча, пока лес снова не начал дышать. Пока ветер не сдвинул верхушки деревьев, пока где-то вдалеке не каркнула ворона и не хрустнула ветка, как будто сама земля сказала. «Все, теперь можно». Шли молча. Мальчик да чуть сбоку, ноги у него были сбиты в кровь, но он не жаловался, просто шел. Он знал, куда ступать, где тропа прячется под листвой, где дерево с дуплом, в котором прячется вороненок, где валун, похожий на лежащего пса. Игорь смотрел на него и шел рядом. Иногда они останавливались. Он показывал жестом: «Сюда не надо, там болото, там змеи». Он не говорил, указал, и все было понятно. Через час показалась избушка. Старый егерский домик, покосившийся, но целый. Сухие дрова под навесом, рыболовные снасти, аккуратно развешанные под крышей. Над входом веревка с 3 высохшими травами, как будто кто-то все еще тут жил. Мальчик прошел внутрь.
показал рукой. «Вон угол, садись». Игорь сел, оперся спиной на бревно, закрыл глаза. Прошло 3 недели. Игорь ремонтировал крышу. Мальчик чинил ловушку на лисицу. По ночам они слушали лес. По утрам варили кашу из крупы, которую Игорь принес из деревни. Он не расспрашивал, мальчик не объяснял, просто жили. Однажды под вечер они сидели на крыльце. Солнце тонуло между соснами, и вдруг из леса вышла она. Тихо, без шума, как будто все вокруг заранее замерло. Тигрица. Та самая, хромоты не было, только шрам, глаза, те же. Позади нее тигренок. Подросший, уверенный. Они не подошли, просто постояли между деревьев, смотрели. Игорь встал, снял шапку. Мальчик тоже встал рядом. Не испугался, он даже не дышал. Тигрица посмотрела прямо, медленно кивнула. Не по-человечески, по-своему. Потом развернулась и ушла в лес. Больше они ее не видели. Но по ночам, когда ветер стучал в окна, Игорь чувствовал, она рядом. Не как угроза, как память о том, что было, и о том, кем он стал. Теперь они жили в этом лесу, не чужие, не герои, просто те, кто остался.